Эту трехлетнюю питбульшу хотели усыновить, но после того, как мужчина, который хотел ее удочерить, заполнил анкету, чтобы забрать ее домой, у него возникли осложнения. Она наотрез отказалась уезжать без своего лучшего друга. Реакция мужчины стала для нее шокирующим сигналом к пробуждению. «Вот это», — сказал мужчина в бейсболке Сан-Диего Падрес. «Мне нравятся питбули. Это честные собаки, крепкие и надежные. Я забираю ее». В большинстве приютов для домашних животных эти слова означают хорошие новости. Брошенный питомец возвращается в новый дом навсегда, и в собачьем приюте Rocket House в Южной Калифорнии это ничем не отличается. Но хотя Мерил, трехлетняя самка питбуля, безусловно заслуживала постоянного пристанища, Ким чувствовала себя немного неуютно из-за этого конкретного усыновления. Ей нужно было кое-что рассказать потенциальному владельцу собаки. «Есть еще кое-что, что вам следует знать о ней», — начала Ким. Человек. Она пришла с другой собакой, и они очень привязаны друг к другу. Мистер Бейсболка Падре нахмурилась. «Этого нет в уведомлении о ее усыновлении», — отметил он. «Я знаю. Ты права», — сказала Ким. «Но я надеялся, что вы могли бы, знаете ли...» «Послушайте», — сказал мужчина. «Мне пришлось уговаривать моего соседа по комнате взять одну собаку. Он вышвырнет меня на улицу, если я приду домой с двумя». Ким попробовала зайти с другой стороны. «Это всего лишь маленький чихуахуа», — сказала она. «Он практически поместился бы у тебя в кармане». Доктор Падре ухмыльнулся в бейсболке. «Тогда это не проблема. Их так легко усыновить, что через день-другой он уедет. Питбулей трудно продать, и я избавлю вас от этого». Ким вздохнула. Встреча, состоявшаяся ранее на этой неделе, прошла нормально, и он уже заполнил все бумаги. Но когда Ким закрыла калитку, чтобы разлучить Мерил с ее маленьким приятелем Тако, в глазах питбуля появилось выражение отчаяния. Она издала долгий и пронзительный вопль, вцепившись лапами в клетку, из которой только что вышла. Внутри клетки большие проникновенные глаза. Тако увлажнились, когда его собачий мозг начал осознавать трагедию, которая на него обрушилась. Он издал несколько тихих стонов. «Давай, девочка», — сказал мистер Падре в бейсболке, дружески похлопывая Мерил по плечу. «Дома тебя ждет отличная большая кость». Мерил крепко уперлась всеми 4 лапами в пол и категорически отказалась сдвинуться с места. Она издала второй вопль, вытягивая шею и оглядываясь на Тако. Мистер Падре в бейсболке пожал плечами. «Чудак», — сказал он. «Знаете что? Может, мне все таки стоит взять того шоколадного лабрадора? Он все еще доступен, не так ли?» Ким почувствовала себя ужасно, наблюдая за тем, как мужчина в бейсболке Падре ведет выбранную им собаку через парковку. Это могли быть Мерил и Тако. С тех пор, как их привез предыдущий владелец, произошло 7 неудач с усыновлением, и каждая из них была душераздирающей. Эти 2 собаки, самка питбуля и самец чихуахуа, были неразлучны, но большинство людей, которые приходили в собачий приют Rocket House за домашним животным, хотели только одного из них. Большинство собак прекрасно понимали, что хотя приют и предлагает еду и защиту, на самом деле это всего лишь временная остановка на полпути. С ними всегда что-то менялось, когда кто-то брал их за поводок и вел к выходу. Они знали, что возвращаются домой. Но для Мерил и Тако обещание любви и заботы сопровождалось потенциальным горем от разлуки. До мужчины и бейсболки Падре Тако и Мерил еще несколько раз встречались на собраниях по усыновлению. Пожилой мужчина хотел, чтобы Тако стал компаньоном для его жены, но в его крошечной квартире не было места для питбуля. Другая женщина проявляла интерес к Мерил, но не любила маленьких собачек. Раз за разом обещание усыновить ее заканчивалось разочарованием. Всегда находилась какая-то причина, по которой потенциальный усыновитель не хотел брать обеих собак. Когда Ким поделилась своим разочарованием по поводу этого последнего случая с Джоди, другим волонтером, Джоди сделала предложение, которое изменило бы все для Мерил и Тако. Такие волонтеры, как Ким и Джоди, всегда были важной составляющей успешного управления собачьим приютом Rocket House. Они выполняют различные функции, например, помогают с основным уходом и кормлением собак, которые находятся в приюте, заботятся о мытье и уходе за шерстью, организуют вакцинацию,
выступают в роли дружелюбного лица на мероприятиях по усыновлению или фотографируют вновь прибывших. Обычно они завалены работой, но иногда это приносит удовлетворение, и некоторым волонтерам есть что добавить. Возьмем, к примеру, Джоди. Она была не только волонтером, но и выделила место в своем доме для содержания домашних животных, которые нуждались в дополнительном уходе или просто в отдыхе от всего этого хаоса. Приемная семья предоставила собакам с трудным характером жизненно важную возможность социализироваться, а робким — обрести уверенность в себе вдали от приюта. Пока Джоди слушала историю Ким, у нее появилось блестящее предложение. Поскольку на прошлой неделе 3 из ее подопечных были усыновлены, теперь она предложила взять на воспитание Мерил и Тако. Это была замечательная новость, поскольку у Мерил и Тако появилась возможность сбежать из гнетущей атмосферы приюта. Но сначала возникло новое осложнение, с которым необходимо было разобраться. Во время обследования один из ветеринаров, работающих в Рокет-хаус, обнаружил, что Мерил нуждается в операции. Были признаки того, что предыдущий владелец использовал питбуля для разведения. Теперь ей нужно было удалить матку. Персонал подумал, что, возможно, для Мерил будет лучше остаться в отдельном реабилитационном отделении после операции, но они не учли решимости. Так и сообщить своему другу, что он рядом. Вероятно, последнее, что слышала Мерил, был крик Тако, выражавший его горе и стресс, и когда она очнулась после операции, она лихорадочно искала в послеоперационной палате своего маленького приятеля. Только когда Тако принесли к ней, она смогла успокоиться и отдохнуть. Прошло несколько дней, прежде чем пара была готова к выпуску. Когда Джоди вывела Мерил из вольера, питбуль несколько раз вильнула хвостом, но затем с горечью оглянулась на Тако. Несмотря на то, что Мерил и Тако наконец-то вышли из приюта, им все еще нужен был постоянный дом. И тут Ким осенила, когда она вспомнила, что сказал мужчина в бейсболке «Сан-Диего Падрес». Этого нет в ее уведомлении об усыновлении. И он был прав. Было совершенно нелогично рекламировать Тако и Мерил по отдельности. Им нужно было одно уведомление, в котором рассказывалось бы о них все, включая их дружбу. Ким загрузила новую фотографию, на которой Тако и Мерил прижимались друг к другу, как они часто делали, и подготовила новое уведомление об усыновлении, в котором подчеркивался тот факт, что эти две собаки были совместными. Их публикация привлекла большое внимание любителей животных и сторонников приюта для собак Рокет-хаус. За несколько дней объявление Мерил и Тако набрало 14 тысяч лайков и более 26 тысяч репостов. Несколько человек интересовались возможностью усыновления этой пары, и одна семья поставила все нужные галочки. После встречи, которую организовала приемная мама Джоди, Тако и Мерил были, наконец, усыновлены. В семье было 2 мальчика и девочка, и эти дети просто души не чаяли в Мерил и Тако, наконец-то одарив их всей любовью, которой они заслуживали. Мерил любила присоединяться к детям в увлекательных экскурсиях, а Тако был счастлив как никогда, если ему удавалось согреть колени, даже если это были колени Мерил. Но возраст Тако не помешал ему присоединиться к детям и Мерил на их прогулках. Иногда ему приходилось ездить с ними в отдельной коляске, а иногда Мерил воображала, что она тоже комнатная собачка, несмотря на свой размер. Такой Мерил провели в своем новом доме всего месяц, когда назрел новый кризис. Хотя было известно, что Тако был старшим домашним животным, и в приюте для собак Рокет его проблемы с дыханием были списаны на астму, обследование, проведенное его новой семьей, выявило более серьезные осложнения. Специалист провел несколько анализов и диагностировал сердечную недостаточность. Новая семья Мерил и Тако была шокирована и опечалена этим открытием, но они отказались отказываться от этого отважного маленького персонажа. Месяцами ранее Тако преданно присматривал за Мерил, пока она восстанавливалась после операции. Восстановление. Теперь настала очередь Мерил, так как Тако прооперировали. К счастью, Тако хорошо переносил лечение, и благодаря ежедневному приему лекарств, чтобы уменьшить выделение жидкости, он вскоре пришел в норму, показав, что у этого маленького мальчика все еще есть силы бороться. Хотя Тако и семья Мерил сами не хотели придавать это огласке,
Они понимали, что сторонники собаки хотят знать, как у них дела. По этой причине они создали страницу Мэрилин Така на Facebook, и этот аккаунт набрал 77 тысяч подписчиков. Такая необыкновенная дружба. У вас есть неразлучные домашние животные? Как началась их дружба? Расскажите нам в комментариях. Мы будем рады услышать ваше мнение.